Мастер еще является настоятелем небольшого храма в Чикаго. Он находится в историческом центре, в китайском квартале. Очень старое здание, небольшое, туда ничего не помещается. И он давно задумал его перестроить. И для того, чтобы получить все разрешения на это, чтобы снести его, заново построить, ушло очень много времени. И вот уже, казалось бы, все документы получены. Нет, там правительство города, итальянская мафия, снова там пишут, вот это изменить, вот это переделать. И так получалось несколько раз, и каждый раз-то новые затраты, и деньги уже закончились, и мастеру пришлось обратиться за помощью к обеспеченным китайским бизнесменам. Эти люди не сильно связанные с буддизмом, не сильно там интересующиеся, но занимающиеся благотворительностью, в том числе в азиатском сообществе. Это очень сильно развито, что для того, чтобы что-то получить, нужно что-то отдавать. Да? Нельзя сказать, что это только такие благие намерения, хотя это прекрасно, да, то, что они делают, но тем не менее, что помощь другим и монастырю какому-нибудь буддийскому заключается в том, чтобы получить потом обратно еще больше. И они, помимо того, что помогли мастеру, как-то они так его послушали и решили, что давайте-ка мы пригласим его на ретрит по медитации. Вот, из-за ковида тут недалеко разорился большой, огромный гёрл-скаутский лагерь, и там их человек 10 владельцев теперь. Перед тем, как его переделать, перестроить, пригласить архитекторов, ландшафтников, они, значит, решили устроить небольшой ретрит. Условия спартанские, 2 года в этом лагере никто не жил, достаточно все заброшенное, понятное дело, такие старенькие, тоненькие матрасы, на которых мы все спали. Ну, можно сказать, что мы в одном помещении, там их 2, в итоге потом пришлось нам 2 монашкам отъехать в соседнее помещение, вот, но как-то мастер остался вместе с ними жить. И, соответственно, ментальность у этих людей вполне определенная, да, было закуплено пиво, какая-то там водка, вино, привозили они с собой какие-то заказы, дорогущие, там несколько таких упаковок еды с мясом, еще с чем-то, постоянно пытались как-то развести мастера на то, чтобы сделать что-нибудь вне его правил, хотя я не думаю, что они до конца знали, что ему можно, что ему нельзя, но тем не менее, давайте там сделаем что-нибудь. Например, есть дипломатического значения водка из Китая под названием Маотай. Прочитайте там в интернете, это считается самый дорогой бренд водки в мире. И мастер только что-то как-то упомянул, что нет, я никогда не пробовал. На следующий день было уже привезено несколько бутылок. Да, и мастеру подарили в руки. И он так, значит, берет, спасибо большое, рассматривает, читает. Потом он мне рассказал, что дожидается, когда, видно, что у людей уже разочарование в глазах, все, продажный монах. И он так посмотрел, говорит, все, я уже получил, спасибо, и возвращает бутылку обратно. Потом, соответственно, эти люди, так как они занятые, а бизнес не ждет, поэтому кто-то приходил, кто-то уходил, приезжали, уезжали, хаос, там неразбериха такая, эту группу практически контролировать было невозможно. И ты начинаешь как-то говорить что-то серьезное, они давай там шутить. Предполагая, что вот сейчас мы будем заниматься медитацией, они там пойдут, пиво попьют или еще что-нибудь сделают. И что может сделать монах в таком случае? Достаточно легко сказать, что вы, ребята, молодцы, мы вам очень благодарны за вашу помощь, но мы, наверное, поедем, как у нас с вами не получается, да? Или наоборот, там претензионно восседать на медитационной кушетке и смотреть на них, что вы ничего не понимаете, я вот тут приехал вам рассказывать про медитацию, а вы вообще что? Нет, вместо этого, при том, что не было какой-то очень необходимости в этих людях, деньги уже были выданы, уже все получено, и обязательств не было. Но мастер, опять же, сам говорил, что как поддерживать, опять же, дружбу с людьми, не быть ханжой, что вот это вот мне нельзя, вот это вот, если вы здесь пьете, то я с вами не дружу, если вы мне пытаетесь предлагать мясо, а я мясо не ем, я вот строгий вегетарианец. Как он где-то
вдохновить. Видно, что у людей глаза загораются. Да, оказывается, вот так вот можно. Где-то, наоборот, остановить человека, который там рассказывает. Но, понимаете, я вот... Это, еще раз повторюсь, бизнесмены, которые еще несколько лет назад, я не сильно вдавалась в истории, но тем не менее, кто-то приехал нелегально в Америку абсолютно без денег, а сейчас они уже миллионеры долларовые, да, и кто-то там рассказывает, понимаете, я вижу человека иногда насквозь, я понимаю его чувства, и вот я осознаю в настоящий момент остро, и как здесь помочь человеку двигаться дальше. Да, окей, у тебя есть этот навык, но если ты сразу похвалишь человека, то он такой, ну я вообще, у меня все хорошо. Нет, мастер такой рассказывает, о, это вот практически то, что в буддизме, только это не разовая акция, а монахи находятся в состоянии осознанности всегда полной. И я вряд ли передам это словами, как сказал мастер, но видно, что человек такой, блин, а меня не похвалили, а есть что-то большее, да, и в нем такой какой-то не обида там или злоба возникает, а желание узнать больше, а я что-то могу тут еще, оказывается, для себя достичь. И как мастер ловко выходил из острых ситуаций, я не все понимала из-за того, что все люди были там выходцами из Китая, все они разговаривали по-китайски, я что могла, конечно, там, понимала, что не могла, мне помогала монахиня Куньян, когда это переводила. Но, тем не менее, видно, что его постоянно тестировали, пробовали. И в последнюю ночь главный плохиш, который уехал, его не было два дня, по-моему, и он понял, что не заставить монаха остаться дольше, он там планировал, он уже говорит, все, я всем позвонил, завтра вы остаетесь, вы никуда не уезжаете. Я позвонил, приедет 20 человек, вы проведете еще один там ретрит, вы там еще что-то. А мастеру нужно было в любом случае уезжать, потому что здесь дела. И когда он понял, что не получается проманипулировать и заставить мастера подчиниться своим желаниям, он прискакал сам в ночи, в 10 вечера, привез огромную кучу еды. И дальше мы с монахиней Куньян уже ушли, я не была свидетелем, но как бы мне рассказывали о том, что он всю ночь не спал, всем мешал спать, поджигал бумагу, вставлял своим собратьям в пальцы ног, чтобы они тоже не спали. В общем, куролесил как мог. И заметив, что мастер Джиру не выходит из своей комнатки, там небольшая такая комнатка была с железными нарами, он, значит, вышел, сел в машину, включил фары и ждал, когда мастер выйдет, пойдет в туалет, чтобы его там, не знаю, подловить, что-то сделать, сказать. Но в итоге за этим делом мы его и заставили с монахиней Куньян, когда вернулись в 5 утра, потому что планировалось, что мы быстренько проведем наши утренние монашеские церемонии, позавтракаем и дальше поедем обратно. Мастеру 6 часов за рулем нужно было из Чикаго ехать сюда, в Августу, в монастырь Маба. Соответственно, видно, что интерес есть, не просто так человек приедет в ночи и начнет куролесить, да, но при этом помочь человеку надо, в общем, да, поэтому мастер собрал их всех с утра, кто еще уже не спал, потому что кто-то тут же в спальничке посапывал хорошенько, я взяла матрас вместе со спящим человеком, оттащила подальше. Мы сидели все вместе, и монах начал тоже достаточно тихо и вкратчиво говорить, что вы пытаетесь найти меня в сфере желаний, которую я уже покинул, меня там не найти. Я уверена, что он говорил еще много чего-то такого пронзительного, потому что тишина и взгляды такие, очевидно было, что, ну, наверное, потрясены были бизнесмены. Но мой уровень китайского языка не позволял мне до конца понять, что происходит. Очень вежливо распрощались они с нами, обещали приехать, и видно было, что, да, приехать не с тем, чтобы там, вот мы с тобой снова винцо привезем, а приехать уже так вот, может быть, учиться чему-то, посмотреть на монастырь, как там все построено руками самого мастера. И смотря как это все происходит, как ловко мастер может не переходить границы того, чтобы и не оттолкнуть людей, и где-то поддержать людей. И при этом как остро он видит
ментальность этих, ну, где-то даже опасных людей, кто знает там, каким образом они сколотили свое состояние. И это такие мужчины, которые там проверяют тебя, да. И я поняла, что я вообще не знала своего учителя. Я видела только то, что позволяли видеть мне мои глаза. И далеко не все я видела. Дальше монахиня Куньян осталась в Чикаго, ей нужно писать диплом. А здесь Маба так много дел, что она не успевает это делать. Он начал разговаривать со мной. Он напомнил мне, что он назвал меня К, от китайского слова Каи, Каида К, что означает мочь. И он сказал, что я хотел посмотреть, а справишься ли ты на Тайване. И он говорил снова еще много. И я ощущала себя достаточно неуютно, потому что, ну, очевидно, что меня читают, и все мои негативные проявления просто видны насквозь. И надо сказать, что несколько раз в моей жизни было так, что я разочаровывалась в своих учителях. И как бы я сама себя не настраивала, ну давай, там, они для тебя многое сделали, надо уважать, надо благодарить. Мне достаточно сложно было восстановить уже какое-то доверие. Если я разочаровалась, то я не могу вытащить из себя уважение. Здесь я разочаровалась в мастере Чжи-Ру, когда была на Тайване. И я поняла, что я вообще не туда попала со своими оценочными суждениями. Я еду в машине, и у меня такое ощущение, я приехала такая довольная собой из Тайваня, из России, с ощущением, что я справилась. Я не просто справилась, я еще так много поняла, и я все смогу. Я вообще молодец, я все смогу. А теперь меня сняли с этих облаков самомнения, и я еду опустошенная. И вместо того, чтобы расстраиваться, я испытываю такое счастье. И у меня чувство, что я дома. Мой дом там, где происходит вот это очищение, где меня спускают с небес не благодаря тому, что унижают. Мой дом там, где очищение. Мой дом там, где освобождение. И я только в начале пути. Но я так благодарна.